Всем привет! 19 августа 2021 года, Минская область, Пуховический район. На сегодняшний момент вот такое состояние винограда. Элегант надувается, размягчается, но ему еще недели 2-3, наверное, висеть, не меньше. Мускат Блау попрятал мешочки, потому что его начали и осы бить, и птицы. Нашел несколько проклюнутых ягодок. В общем, попрятал в мешочки. Их как бы немного, но мне хочется кондиции попробовать, поэтому пока держу в мешочках. Юпитер сигналки. В принципе, на вкус уже неплох, но еще повисеть надо, я думаю, недельку точно. Потому что вкус есть, мускат есть, такой приятный. Но кислота в кожечке еще пока присутствует. Ну, пока так. У него есть кости, между прочим, в этом году. Это сигналочка. В общем, с кем разговаривал, у всех на кишмишах в этом году почти кости. Подчеркну, не у всех, но у многих. А то сейчас скажут, что у меня этого нет, почему ты говоришь за всех. В общем, ну, ягода уже съедобная. Мускатик такой приятненький присутствует. Вкус очень приятный, богатый такой. 342. У него уже загар, конопушечки его любимые, осы, естественно, его поглощают. Сахар хороший, единственное, кожица какая-то все-таки плоховато жуется, не знаю, с чем связано, но в этом году вот так вот происходит с ним. Нагрузка, в принципе, не маленькая, ягодки немножко налились, более-менее стали, но вообще в этом году все поздно созревает. Хотя уже пробные ягодки можно было клевать уже 13 даже августа. Ну так, с кислинкой были, но уже можно было себя немножко побаловать. Ну вот пока так. Кишмиш 342. Аж 4 кости. Заметьте. Не рудименты. Это одну ягодку я съел. Ну вот такой коллапс. Ну, осом все нипочем. Сладкий, нормально съедобный. Рядом лора. Гроздочки не маленькие для трехлетнего куста. Я старался не перегружать, но мне говорили, что у них лозенячки всегда тоненькие. Ну, не знаю, для меня это так неиспытанный сорт. Ну, неплохо, вроде тянет, хорошо. Побеги довольно-таки высокие. Я думаю, нормально все с ним будет. Кислота еще не ушла, ну тоже, наверное, пару недель должно быть. Ну, посмотрим. Вон есть и покрупнее немножечко, но это еще не те кондиции, которые он должен выдавать. Это у нас самбо. Ну, самбо опять такие, ну, покрупнее, конечно, выдала. И 4-й год. Ну, не идеальные грозди, конечно, и гороха прилично. Вкус меня не очень устраивает, скорее всего, буду его на замену пускать, но посмотрим. Больше всего радует, конечно, меня Каталония. Каталония вот такие бомбочки выдала, вот так по сравнению с моей рукой. В принципе, кушать уже можно, но все-таки лучше повисеть дать. Тоже попрятал в мешочке, боялся, что птицы не поклевали. Ягодки тоже очень крупные. Вот по сравнению с пальцем ягодка такая не мелкая. На Каталонии косточка зеленоватая. Хотя тоже уже какие-то оттенки пошли темноватые. Но на вкус она уже, в принципе, съедобная. Можно уже баловаться потиху. Но в идеале еще, я думаю, недельку ей надо дать повисеть. Аркашка. Ну, она будет в сентябре готова, но уже налилась, набухла, еще немножко подрастет. Есть рваная ягодка, кстати, одна нашел. А так вроде бы рваных нет. Ну, вы видите, что кое-где был оидиум, скорее всего, там и порвало. Но это единичные какие-то места. Так, в принципе, более-менее неплохо. Рядом кадрянка. Ну, кадрянку, сами знаете, какая у меня кадрянка 218. Кондиции ни о чем. Ранняя надежда. Ягодки сладенькие, вкусненькие. Я, правда, не знаю, это ее кондиции или нет, поэтому я все-таки пробую, но продолжаю держать. Хочу, чтобы набрала максимальные кондиции. Буду еще смотреть. Это 2-й год кусту. Выдала такие сигналочки. Так что, да, это я садил его
в прошлом году. Стартанул неплохо. Вот такие гроздочки. Ранняя надежда, тоже вот косточка уже начинает темнеть. Кстати, ягода сладкая, я бы уже ел. Но хочу все-таки дождаться кондиций полных. Тукай съедобный есть можно. Уже сладкий, вкусный. Он, кстати, самый первый сахар набрал. А Лешенькин пока не хочет. Он всегда к 15-му был готов, но в этом году он пока... Выборочно, конечно, можно что-то подъедать, но он еще не готов. И крайние грозди, они у меня конкретно заболели. Были под листвой, в тени. Тут как-то проморгал это дело. Я их буду удалять, потому что там уже гнили пошли. И вот буквально рядом все вообще идеально. Милдю, естественно, на нем есть. И не только на нем. Буквально за пару-тройку дней была вспышка по милдю. А идиома как такового особо нигде больше нет. Здесь было и то, и другое, но на сегодняшний момент только милдю. Обработал, как всегда, содой с марганцовкой, чтобы уже все полностью искоренить. Вроде бы помогло. Вот потрогал ягодки, уже в принципе размеченные на Алешенькином. И косточка, не знаю, насколько передаст камера, косточка уже начинает темнеть. Ягода сладкая, но терпкость немножко почему-то не уходит с самой кожицы. А так, видите, косточка уже темнеет. Уже не пробовал все это за кадром, конечно, а то сейчас начнут причмокиваешь, чавкаешь и так далее. В общем, ягода вполне съедобная, можно уже употреблять. Кадрянку выборочно попробовал, тоже в принципе есть уже спелые ягоды, которые можно тоже уже немножко побаловать себя. Но в идеале тоже надо еще недельку, может даже полторы повисеть, уже так до идеала. Вот на молодняк тоже нахлынуло, и вот прибил эти болячки, видите, они зацепило, и вот уже был такой пушочек ярко выраженный, сейчас его уже не видно даже, прижгло. Дубовский розовый потихонечку начинает окрашиваться. Будет красавцем явно, но дай бог, чтобы он все-таки набрал кондиции и дозрел. Ему 4-й год, но что-то он у меня, в общем, мало почек проснулось. Вот 2 гроздочки дала, раз, два. В общем, посмотрим, когда окрасится. Будет, конечно, вообще красавец. Аладдин 2 сигналочки дал. В этом году хоть его попробую. Долго он у меня мучился, никак не хотел расти, но в этом году он дал сигналочку. Лоза, кстати, вызревает практически у всех. Уже старт какой-то дан. Так что, в принципе, это не может не радовать. Как видите, побеги все прочеканены уже. Их надо чеканить примерно в середине августа, чтобы перенаправлять все питание в грозди. И, естественно, осветлили грозди. Они сейчас уже гореть на солнце не будут, потому что уже все-таки там есть сахар. Больше солнышко попадает, лучше будут созревать. Также будут быстрее созревать. Вызревать будет лоза, потому что прямые солнечные лучи, они благотворно влияют на это дело. Лидер по сахару, конечно, Тукай. Хотя кости, смотрите, зеленые. Но на сегодняшний момент самый сладкий. Кислоты вообще почти нет. Но на всех ягодах, на всех сортах и формах есть терпкость все-таки чувствуется, пока не ушла. Но будем ждать. Хотя уже, в принципе, можно есть. Пишите, народ, комментарий, как у вас обстоят дела на сегодняшний момент. Годик тот еще, но все-таки результат какой-то есть. И будем с урожаем как никогда. Все, всем удачи, пока. Подписываемся на канал, ставим лайк, жмем колокольчик, кто еще не нажал.